там, смотри, крыша уже горит. Угу. Угу. Мама. Начнем с главного к этому часу, а дальше будут любопытные имена. Думаю, не пожалеете. Тем не менее, 22 мая 26 года отметили с тем, что ВСУ впервые с 23 года вернули около 400 квадратных километров территории. Это произошло после того, как российские военные лишились доступа к Starlink. SpaceX в феврале начала блокировать терминалы Starlink, которые не были зарегистрированы в Минобороны Украины. В Москве также начали блокировать Telegram, этому также много уделяется внимания. То есть из России активно помогают терять территории. Этому уделяют внимание те, кто отслеживают события, соответственно, боевых действий. В Москве, на юго-востоке столицы, на свадьбе произошла очередная массовая драка между мигрантами. Полиция задержала 33 человека, 6 из них завели уголовные дела, одного выдворят из страны. Напоминаю, завозят их по миллиону, этому немало я уделяю внимания, и вы со мной. Спасибо за поддержку канала, те самые лайки, подписаться, комментарии. Но едем дальше. Здесь скорее фактура того, что происходит на сегодняшний день. Мы ее, конечно же, далее разберем значительно более подробно. 23 мая 2026 года отмечено тем, что в ночь на 22 мая украинские войска нанесли удар по Старобельску. Генштаб ВСУ подтвердил поражение штаба российского подразделение «Рубикон», которое занимается беспилотниками. Российские власти со своей стороны заявляют, что удар пришелся по учебному корпусу и общежитию педагогического колледжа. По данным Путина, погибли 6 человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести. Владимир Путин назвал ситуацию для ВСУ катастрофической и второй раз за время боевых действий обратился к украинским военным с призывом не выполнять приказы. Ну, это глупо было бы не заявить, учитывая, что довольно серьезная элитная многоэтажка на Мосфильмовской лишилась одной квартиры, куда прилетел беспилотник. Это сильно озаботило родителей тех, кто селит туда своих детей. Так что, в принципе, беспокойство понятно. А в Новосибирске в результате атаки, и усеченный парад, да, если смысл все перечислять, список будет длинным, тогда получится и видео очень длинным. А в Новороссийске в результате атаки беспилотников загорелись два объекта: нефтеналивной терминал ШЭС-Харис и нефтебаза Грушевая Балка. А в Новороссийске при отражении атаки беспилотников пострадали 2 человека, в 2 домах выбило стекла. В Иркутске загорелся НИИ благородных и редких металлов и алмазов. Огонь охватил около 700 квадратных метров, на 4-м этаже. Жертв и пострадавших, по счастью, нет. За ночь силы ПВО уничтожили почти 350 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Ну, стоит ли добавлять в очередной раз, что Минобороны забывает добавить, сколько оно пропустило. Это, кстати говоря, происходит в обе страны, так называемые мясные атаки, когда очень много дронов, 350 сбили, это говорит о том, что их было очень много. И, соответственно, процент пролетевших, обычно больше в этом случае, чем когда сбивают меньше, соответственно. В Белгородской области ФСБ предотвратила акт запугивания. По версии спецслужб, украинские агенты пытались завербовать местную жительницу и сделать из нее смертницу. Хотя я даже не знаю, как им это удалось бы сделать, потому что, особенно при граничной территории, там люди себя уже давно чувствуют смертниками. В них летят дроны и со стороны Украины, и со стороны России тоже достаточно часто падают различные бомбы. А когда они высказывают свое возмущение или хотя бы просьбу восстановить подъезд, который обрушится, это все на реальных фактах, им едва ли не уголовные дела завозят, что это они там разболтались. По крайней мере, Соловьев в свое время даже нападал на граждан Российской Федерации с воплями. Он говорит: я еврей, и говорит: вы местные, русское, значит, помалкивайте. Я как так, своими словами не знаю, может быть, вы своими словами уточните, если я что-то перепутал в акцентах. В Магадане жители жалуются на постоянно пустые полки в магазинах «Магнит». И не просто жалуются, они не то чтобы совсем пустые, там есть посетители,
посетители, и эти посетители посидели, поели и ушли. И называются они обычно в простонародье крысы. А продукты разбирают в день поставки, ну и плюс самих продуктов не хватает и людям, и крысам, так что крыс тоже есть смысл пожалеть. После чего полки могут пустовать неделями. Началось все с одного простого парня. Вот теперь давайте пройдемся хронологически, на мой взгляд, это довольно важно. Под вот эти картинки, в которых мы живем сегодня, с чего все началось? Кто там плохой? Путин плохой, Зеленский плохой, не знаю, Трамп, Байден. Давайте копнем чуть-чуть пораньше, ну вот самую малость. И пройдемся чисто хронологически, почти ничего не буду добавлять от себя. Сделайте это за меня, если посчитаете, что что-то я соврал, хотя я набрал исключительно фактуру общеизвестную. Но может быть она сложит ту общую картину. Вернее, картина-то уже сложилась, да, но кто-то может забыть о первопричинах. Тем не менее, началось все с простого русского парня. Такой рубаха парень, этакий Ванька по фамилии Фликенштейн. У русских иногда очень сложные фамилии. Иногда бывает Иванов, иногда бывает Фликенштейн. Также известный под старой русской фамилией, конечно же, Либерман. Но, скажем так, можно и еще упростить, по крайней мере, по некоторым версиям, у Путина за спиной висит фотография этого простого русского парня, с которого, по-видимому, все и началось, но можно так предположить. У него он висит под подписью Андропов. То есть вот многие любят сегодняшняя власть именно Андропова, с него все началось. А что с него началось, вот с этим и разберемся. Декабрь 1979 года. Советский Союз вводит войска в Афганистан, вступает в войну с пуштунскими племенами. Кстати, крайне любопытные племена, которые живут по древнему кодексу Пуштановали. Кстати, есть в их отношении такая поговорка: в мире есть стоит бояться трех вещей всего. Это яд змеи, это зубы тигра и это месть пуштуна. Это даже настолько яркая поговорка, которая вошла в фильм и даже получила свою вторую жизнь в фильме «Рэмбо». Но поговорка существует значительно раньше, это не придумали голливудские только для фильма, очень старая поговорка. Больше того, таких поговорок достаточно много афганских. Кстати, пуштуны это просто афганцы, можно и так называть. Древняя очень культура. Есть еще поговорка, что афганец, ну или пуштун отомстил через 100 лет и посчитал, что поторопился. Пуштуны отличаются тем, что они способны носить свою месть столетиями. И это выше стоимости жизни, ценности. То есть, если, например, кто-то загнал советского воина на территорию Афганистана, а потом вывел, например, то это не так, что политика, да, сегодня поговорили, завтра забыли, как и в некоторых других народах. У пуштунов работает немножко иначе, то есть это примерно навсегда. Тем не менее, итак, племена затронули пуштуны, которые живут по древнему кодексу Пуштуновали, ну, у них очень такой длинный кодекс, там, помоги славам и так далее, достаточно романтично там некоторые вещи звучат, но сейчас мы не об этом. Там кровная месть, по крайней мере, передается через поколение, 10 лет войны, сотни тысяч убитых афганцев, миллионы беженцев, как результат вот этих действий вот этого русского парня, который возглавлял Советский Союз некоторое время, ну, а до этого 15 лет возглавлял КГБ. Февраль 1989 года советские войска уходят из Афганистана, оставляют после себя разрушенную страну и глубокую ненависть у пуштунов. Это вообще последнее, что стоит делать, это создавать ненависть у пуштунов, сказал бы я. Что скажете вы? Дополняйте. Которые запомнили эту войну на десятилетия, и на столетия они это запомнили навсегда. Но у них, кстати, в кодексе есть возможность, например, у них извиняться. Вообще очень интересный народ, как-то сейчас вот трудно даже удержаться, чтобы не говорить о каких-то подробностях, странностях обычаев. Это в 9-й роте этому уделяется внимание, это чистая правда. Если он принимает, тот самый пуштун, тебя в гостях, ты неприкосновенен. Там не надо клянчить, как в фильме было показано, там, не убивай, харам, там. Не-не-не, он тебя не тронет, ты вообще святой человек, неприкосновенный. Но как только ты вышел из гостей, то да, он же тебя и грохнет, если ты его враг. Больше того, у них есть такая специфика, у них можно попросить прощения, и если они примут твои извинения, ну, какие-то глубокие, искренние, да, может быть даже если ты даже глубоко русский парень, как Соловьев и как вот тот, с кого мы начали, то на этом вражда прекращается мгновенно. То есть вот это тоже такой интересный штришок.
Тем не менее, едем дальше. Сентябрь 2015 года Россия начинает военную операцию в Сирии, чтобы удержать у власти Башара Асада. Вроде звучит красиво, вроде тоже, да, европейским менталитетом можно воспринять просто как налаживание определенного своего влияния, но я бы не стал вот эти места оценивать как, ну, скажем так, европейским умом. Там все работает значительно иначе. Это совершенно другие культуры, их можно разбираться из любопытства, но вторгаться туда с оружием – это погружать себя в их внутренние конфликты. Тем не менее, наносятся тысячи авиаударов, многие из которых приходятся по гражданскому населению, укрепляет одну сторону и многолетней гражданской войны. То есть это внедрение в их свои внутренние разборки, где каждая группировка помнит обиды годами, десятилетиями, тысячелетиями. 2018-2020 годы Россия через ЧВК Вагнера активно вмешивается в гражданскую войну в Ливии. Вы обратили внимание вообще, какое направление основное интереса? Все время прикрывается там влиянием, нефтью, ну вот не знаю, я бы задумался. Спросить бы того самого первого русского парня еще с 79-го, но почил он в Бозе. Поддерживая генерала Хафтара, это не какой-то генерал, как во Франции, в России, в Украине. Нет, там генерал это просто глава какого-то одного из кланчиков, семей, тейпов, который там и роль не играет не такую, как слово генерал где-то в европейском сознании. Тем не менее, снова выбрана одна из враждующих сторон в стране с племенной системой и очень долгой памятью. 2017-2023 годы в Центральноафриканской Республике Вагнер получает доступ к золоту и алмазам в обмен на защиту власти. Обвиняется в массовых убийствах мирного населения, а это на годы. Еще больше разжигая ненависть к русским среди местных общин, а это навсегда. Ноябрь 23 года в Мали, дальше будет интересно, это на этом не закончится, я не просто перечисляю, зачем влезли туда, куда мы не очень хорошо знаем, кто такие пуштуны, сунниты, шииты, не в этом дело. На финалочку я вам объясню вообще то, что необъяснимо, скажем так. Поставлю вопрос риторический. Но тем не менее, ноябрь 23 года. В Мали Вагнер помогает хунте отбить у туарегов город Кидаль. Как красиво звучит. Их исторический оплот. Туареги, как и пуштуны, хорошо помнят, кто против них воевал. Апрель 25 года. Верховный суд России снимает талибов со списка терров. 3 июля 2025 года Россия официально признает правительство талибов первым в мире. То есть вот Россия их легитимизировала. И давайте еще раз, надеюсь, вы уже подпривыкли, что вот эти народы, и то, куда зачем-то сует свой нос постоянно Россия, вот с момента прихода самого первого главного русского парня, это вопросы тейпов, взаимоотношений, радикальных организаций, тех или иных стран и группировок, которые живут по родоплеменным ценностям. Это, по сути, вообще война, ну, как-то Израиля и тех или иных исламских направлений. То есть вот у меня такое впечатление, что почему-то вот с момента прихода вот этого, ну как его Андропов иногда называют, русского парня, все, куда вмешивается Россия, это все только разборки Израиля и опять же тех же самых мусульман, исламистов. Просто больше никуда не забирается. Вот я не знаю, или поправьте меня, может быть, я что-то подзабыл или не нашел. Тем не менее, талибы это тоже не что-то такое большое, крупное, важное. Это у них 95% и они пуштуны. Но они такие пуштуны, которых не любят пуштуны. Трудно понять? Вы не пытайтесь, дорогие мои. Можно написать письмо Владимиру Владимировичу Путину, возможно, он объяснит. Но, скажем так, они захватывающие власть такие пуштуны, которые нарушают правила тех самых пуштунов, а настоящие пуштуны много чего не забывают. Ладно, едем дальше. Делается ставка именно на эту радикальную группировку внутри пуштунского общества, автоматически становясь врагом для тех пуштунов, кто талибов не принимает, а их немало. И причем они как раз ортодоксальные. Июль 24 апреля 26 года в Мали туареги вместе с джихадистами громят российские силы. Африканский корпус позорно, естественно, отступает. Они отовсюду будут отступать позорно. Почему? Потому что это другая игра, по совершенно другим правилам. Там выиграть примерно невозможно. Бросая позиции, влияние России в регионе. Еще раз, вот некоторые говорят, там, проиграли, не проиграли. Я по комментариям видел, кто-то кого-то поддерживает. Еще раз, перестаньте европейскими мозгами пытаться оценивать то, куда сегодня и с Советского Союза его излета, он тогда и начал разваливаться, когда пришел вот этот русский парень. Его вообще некоторые подозревали, даже такие есть легенды, что он был засланный откуда-то, потому что
он просто все, что он делал, он развалил КГБ, по сути, за свои 15 лет. Он раздул его штат, сделал вот этот институт доносительства, потому что до этого КГБ запланирован был как такая интеллектуальная организация, которая умела аккумулировать те самые там какие-то правила, информацию. И она не была силовой, то есть это не ФСБ какая-нибудь сегодняшняя, это был мозговой центр. Центр принятия в каком-то смысле решений, тех самых оперативных действий по защите своей страны, но ему подчинялись все силовые структуры. То есть они не бегали с пистолетами, это туда набирались с детства. По школам ходили и находили тех, кто такой профпригодностью обладал, там, не знаю, троечники, четверочники, не подходили двоечники, пятерочники, много таких тоже легенд осталось. Вот Андропов это все раздолбал. Именно превратив это в обычный институт доносительства, вот как неудивительно, но, по крайней мере, такая легенда тоже есть, что он чуть ли не засланный был казачок, причем о нем официальной истории его биографии ее практически нет, то есть их там какое-то огромное количество, и все они лишь такая а-ля конспирология. Едем дальше. Африканский корпус позорно, естественно, отступает. Но еще раз, позорно, не позорно, это совершенно естественный факт. Там практически, я не знаю, тысячелетиями там нет какой-то устоявшейся власти, европейского сознания. То есть там кто-то побеждает, потом кто-то другой. Набеги. Это войны, это люди-войны. Для них это вообще самое главное и важное. И поэтому считать, что ты там где-то навел порядок и влияние, это вообще делается другими методами. Или, по крайней мере, не закладывается, что это какие-то инвестиции в очень далекое будущее. Нет, не в далекое. И ты вообще пришлый, ты всегда там чужак, а это для них важно. Влияние России в регионе, естественно, рушится мгновенно. Хотя вроде кто там надеялся, да. Я еще раз, не думайте вот европейским мозгом. Но едем дальше. И тем не менее, итак, делаем небольшой вывод. За 45 лет одна и та же схема повторяется. Берем одну сторону в сложном племенном или клановом обществе, думаем, что сможем ее удержать, а в итоге получаем ненависть от всех остальных. И эта ненависть, причем вот то, что сейчас делается с талибами, талибы, преподносятся как официальная версия, что они противостоят ИГИЛ, то есть поддерживая их, боремся с ИГИЛом всеми запрещенными, но на самом деле парадокс ситуации в том, что это не так опять же работает, потому что ИГИЛ тоже пуштуны, талибы пуштуны, и есть пуштуны, которые не любят вот этих одних и других пуштунов. Нормально? Спросите в Кремле, как они все поняли, как работает. И у этого есть своя механика, но она не европейская. Едем дальше. Эта ненависть, конечно же, никуда не девается, она копится, а дальше начинается уже полный трэш. В 25 году Россия, которая годами воевала против радикальных исламистов и племен, начинает активно завозить рабочую силу, причем обратите внимание, откуда. Я этому много уделяю внимания, так что не буду уж и повторяться. Именно из тех регионов, с которыми только что поссорилась. В июне 25 года на Петербургском экономическом форуме договариваются резко усилить поток трудовых мигрантов из Афганистана. При том, что еще в 24-м Бастрыкин бил тревогу, что завозит по миллиону в месяц, он их даже проверять не успевает, но это был Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан. Таджикистан это, кстати, основной поставщик ИГИЛ. Граждане именно Таджикистана, они костяк ИГИЛа, с которым сражаются при помощи дружбы с талибами, которые пуштуны. Если запутались, скажите, я тогда, может быть, отдельное видео еще сделаю по отдельным каким-то точкам. Но тем не менее. Итак, возвращаемся. Трудовых мигрантов из Афганистана сейчас пытаются вести, тех самых, с которыми уже 40 лет портят отношения. К февралю 26 года, еще раз, они этого не забывают, для них 40 лет это вообще ничто, для них времени не существует. А афганцы, пуштуны отличаются тем, что для них нет времени. Для них только кодекс этих набора правил. Они вообще мусульманство-то приняли, одна из версий, именно потому, что многое совпадало. Многое совпадало по таким ключевым признакам, но их основной кодекс правил чести, он перевешивает, конечно же, любую религию, которую бы они там официально вам не представляли. Они скорее религию используют как удобную такую механику, что ли, инструмент. К февралю 26 года уже идут официальные переговоры о массовом завозе афганцев. Тоже надо уточнить, это любопытный момент, то, что, та же, опять же, европейское сознание, многие верующие, там, православные, в церковь не ходят, мы православные, есть же такое? Есть такое или нет? Да? То есть не все же такие истоверующие. У мусульман это очень часто встречается то же самое. То есть это они веру взяли, к ней может быть легкое отношение. Но совершенно не легкое отношение именно к тем краеугольным правилам, принципам, которыми они живут тысячелетиями. И этот Пуштанавали,
это и есть те самые принципы, которые для них, в принципе, ну, как бы, вот в крови они. Они значительно глубже, как вот, я горжусь, что я славянин, а там православный, не православный, я уж не помню, как церковь выглядит. Вот примерно у них также и к мусульманству, насколько я успел это понять и разобраться, опять же, поправляйте, если вдруг ошибаюсь. К февралю 26 года уже идут официальные переговоры о массовом завозе афганцев, особенно в сельское хозяйство, ну такая приводится причина, по крайней мере официальная, где не хватает больше 130 тысяч человек. Параллельно резко растет число рабочих виз для граждан Индии. В 2025 году выдали больше 56 тысяч разрешений, почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Идут разговоры и об Африке. Ну, про Африку мы уже поговорили с вами чуть раньше. Еще раз, здесь полностью совпадает. Вот везут именно оттуда, где буквально влезли, рассорились и нажили себе кровных врагов во всем этом родоплеменном, я не знаю, в родоплеменных скрепах. Попытаюсь позаимствовать термин. При этом Россия продолжает дружить с талибами против ИГИЛ, Хорасан, той самой группировкой, основной косяк которой составляют именно таджики. А таджиков при этом годами завозили в Россию миллионами. Именно таджикские граждане совершили нападение на Крокус-Сити. Не стоит этого забывать, это совершенно логично. Еще раз, ИГИЛ это они практически и есть. И именно таджики составляют одну из главных ударных сил ИГИЛ, Хорасан. 45 лет одно и то же, давайте сделаем вывод, не умеют побеждать, только ссориться. Я вообще считаю, что просто, может быть, и не знают каких-то вот этих подробностей, то есть тоже точно так же где-то европейским взглядом сейчас придем, там наведем порядок, там поддержим действующую власть, вот Путин об этом любит говорить, там легитимная власть, у них это по-другому. У них это не так, как у Путина или как в Европе. У них это легитимная власть, это вообще советом старейшин. Пуштуны вообще все обсуждают только совместным советом. У них нет никаких великих, у них вообще все равны. Едем дальше. Ну, кроме женщин. Женщин они обязаны защищать ценой своей жизни. Кстати, это очень любопытно. Прямо они такие романтичные. Мне страшноватенькие после того, что делает действующая власть со времен 40 лет уже. Но, например, если женщина просто на улице, вот пуштун ей попадется кто-то, вот, не знаю, там, может быть, ну не то, что какой-то, да прям афганец идет там своей рубище каком-то. А человек с этими принципами, если попадется и женщина попросит его о помощи просто, он должен отдать свою жизнь, защитив ее. Вот не смотрите на талибов, которые предпочитают голову отчекрыживать. Нет, я говорю о настоящих пуштунах, которым не нравятся талибы, которым вообще много чего не нравится. Так вот, есть правило, и это выше жизни, потому что это вопрос чести, и помочь слабому, помочь женщине, то есть они не бьют, и казни чести это извращенный пуштуновали, извините. Ну, там тоже есть, конечно, определенное давление и ответственность мужчин за поведение женщин, но оно более на чести построено. Но, впрочем, уже не будем дальше отвлекаться, едем дальше. Итак, выбирают регулярно вот эти деятели одну сторону в чужой племенной. Такое впечатление, что их целенаправленно ссорят и ориентируют на ненависть в сторону русских. Так выглядит, не знаю, выбирает одну сторону в чужой племенной или клановой системе, наживают кровников на десятилетия вперед, а потом под видом нужны рабочие руки завозят этих же обиженных людей внутрь страны. И все это управляется одними и теми же людьми, которые с Андропова начали эту традицию. Вот вас не удивляет это, что потом в автобусе они говорят, это наша страна, то есть они не адаптируются, а есть ли вообще цель их адаптировать? Получается, что страна собственными руками создает у себя внутри ту самую взрывоопасную среду, которую годами плодила за своими пределами. А дальше начинается уже, честно говоря, какой-то просто полный абсурд. В октябре 25 года, давайте не забывать вот этот указ, Путин подписывает распоряжение, которым одобряет открытие в Москве официального представительства МВД Таджикистана. То есть просто опять напоминаю про ИГИЛ. То есть с которыми воюют те, с кем сейчас активно дружат, и даже вывели их из теров талибы. А этим они открывают их МВД на территории России. То есть страна, граждане которой составляют один из главных источников ИГИЛ, Хорасан, теперь получают свое МВД внутри России, в которое регулярно приезжают талибы. Шикарно. При этом с 25 года резко разгоняется завоз мигрантов именно из этих регионов. В 25 году число выданных разрешений гражданам Индии выросло почти в 1,5 раза. Идут активные переговоры о массовом привлечении афганцев, таджиков в России уже миллионы. Ну, умножайте, там об этом говорил Бастрыкин. То, что завозит по 3 миллиона за 4 месяца, ну, то есть по миллиону в месяц где-то так условно.
То есть тех самых, по кому вчера бомбили их родных, то есть они этого не забывают, с кем воюют через талибов и кого сами же называют угрозой. И все это делается людьми, которые никогда, по сути, не умели побеждать, то есть примеров таких нет. Если только не считать победы, ну где-то куда-то встали, там, что-то мы победили, все, потом их оттуда вытряхнули. Они умеют только ссориться и потом собирать плоды этой вражды у себя уже дома. Вот тут я, наверное, друзья, где-то как-то закруглюсь. Со своей стороны пишите, а какой вы сделаете вывод? Вот современ 79-го года. С Андроповым многие спорили, побаивались и не хотели. А он сказал, надо. И с тех пор, мне кажется, вот это направление, вот это ориентирование, вот эти интересы, они, мне кажется, совершенно не изменились. Или вам кажется иначе? Кстати, еще раз, да, для меня это так немножко неизведанные воды. Я так вот глубоко и именно в эти народы не закапывался. Меня зачастую отвлекает, уйти поковыряться про пуштунов. Меня это прям заинтересовывает. Даже захотел какой-нибудь рассказ написать, а я пишу. Это мой главный инструмент. Я на многие вещи смотрю так, не то что романтизируя, да, то есть абстрагируясь. Это помогает не включать эмоций. Надеюсь, это на пользу. Вот, но тем не менее, еще раз, да, для меня это пока не настолько простой материал, чтобы легко раздавать какие-то акценты. Но если вы замечали, что Россия проявляет себя где-то еще, кстати говоря, один раз проявляла, это при Ельцине, один раз это Балканский рывок. Да, вот там она проявила себя, заявила, остановила бомбардировки, по сей день ей благодарят. Перед этим тоже незадолго, но это, правда, было еще до Первой мировой войны. Это русско-турецкая война. Ну, как-то вот с тех пор. А с тех пор Андропов придумал новый ход. Не знаю, грубовато все я, конечно, наверное, в кучу, но пишите со своей стороны. Самый главный призыв, не имейте привычки, не знаю, ссориться с людьми вообще в принципе, а с теми, которые это надолго запоминают, ну не ссорьтесь кровно, хотя бы не убивайте их родственников. Ну и самое главное, конечно же, процветание, мудрости, здоровья всем вам. Нету плохих людей, есть хреновые полководцы, или как же это у Суньцзы это называется... Лучший, короче говоря, ну, в общем, полководцами их назовем. Лучший полководец – это тот, кто побеждает без войны, без стрельбы. И умеет сражаться так, чтобы противник просто не мог сражаться при помощи оружия. Но это, к слову, самое главное, что нету безвыходных ситуаций, так, чтобы мне опять не накручивать какой-то негатив, никакого негатива нет. Всегда можно, и с пуштунами можно принести извинения, где-то я, да, образом в данном случае, а может быть и нет. И они имеют такое свойство и такой набор, кодекс, их позволяет принять эти извинения и в одну секунду прекратить ненависть к вам. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из Кремля станет извиняться, слишком уж закомплексованные там ребята, мне кажется, попадаются, либо какие-то уж очень у них свои интересы. Ну, вот один, опять же, да, носитель русского мира, ну, и он не один, Соловьев, он говорит, привет, я еврей. Какая-то такая, одна из ветвей русского мира. Также, да, Симоньян, Лавров, ну, вот эти ребята и их диаспоры, видимо. Кстати говоря, Лавров сам отвечал на вопрос, его спросили про русский мир как-то. Довольно глупо это выглядело. Был украинский журналист, там какая-то пресс-конференция, и вот украинец спрашивает армянина, говорит, а почему ваш русский мир, там как-то так, я своими словами, больше сейчас напоминает войну? То есть, еще раз, украинец спрашивает армянина, почему русский мир напоминает войну. То есть, может, тогда имело смысл у русского спросить. Ну, или спросил бы, почему армянский мир тогда напоминает войну. Да это просто очень странный был вопрос, но очень хороший был ответ, потому что Лавров начал перечислять. Бывает русский мир, бывает украинский мир, бывает армянская диаспора. Ну, как говорится, оговорочка по Фрейду, из себя ведь не выдавишь главное. Но это опять же, да, к слову, я не очень люблю национальные вопросы, но я очень хорошо знаю, что коммунисты очень любят именно ими спекулировать, именно и при помощи них сталкивать лбами людей, чтобы, разделяя власть, народ пока дерется, а мы пока велики. Это мой вывод, это моя точка зрения. Можно ли от этого спастись? Еще раз, да, здесь нет никакого пессимизма, надо просто понять, что... Надо быть с ними поосторожнее, больше думать о себе, уважать себя, ценность своей жизни, своего права на личное пространство и личное мнение и, конечно же, личные высказывания. Все то, что сегодня, кстати говоря, в России активно почему-то запрещается. Ну, это к слову. Ну, значит, не надо ориентироваться на тех, кто запрещает. Ориентируйтесь на тех, кто разрешает. Я разрешаю, комментарии в помощь. Увидимся, берегите себя.